Вы будете очевидцами, вы участники тоже этого процесса, этого реалити-шоу, как люди, которые просто пытаются вам донести информацию, показать, становятся жертвами. Для чего мы это делаем? Потому что мы хотим жить в нормальной стране, мы хотим перемен. Нам всем здесь, белорусам, уже надоели одни усы, которые 26 лет у нас руководят страной. Мы как минимум просто хотим новое лицо. Наконец-таки я в безопасности. Жив-здоров и, главное, на свободе. Мне повезло. Меня зовут Михаил Аршинский. Я начал снимать этот фильм еще до объявления президентских выборов и познакомился со многими людьми, которые писали новую главу в истории Беларуси. А я был всего лишь хроникером-наблюдателем этих невероятных событий. Я наснимал огромное количество видео и был вынужден покинуть родную страну, чтобы мои записи не попали в ненужные руки. Мне удалось выехать, так скажем, впрыгнуть в последний вагон перед самым закрытием границы в конце 2020-го. Я даже почувствовал себя в роли контрабандиста, тайно вывозящего диск с экстремистскими с точки зрения властей Беларуси архивами. Ох, и тяжело же мне далась эта дорога, длиной в целый год, а такое ощущение, что прошло уже несколько лет. В Беларуси меня не покидало чувство страха, что за мной могут прийти. Теперь же я могу спокойно отсмотреть весь материал и вспомнить, что же произошло со мной и страной за все это время. Моя история началась 12 марта 2020 года в милицейской машине, где я провел незапланированный стрим. Я вам еще раз говорю, идет административный процесс, понимаете? Положите телефон мобильный в карман. Да я не хочу ничего ложить в карман. Везут в Октябрьский РОВД города Могилева. Для меня это очень волнительно, потому что это мой первый стрим, наверное. Вот, раньше как бы не приводилось снимать. Мы приехали... Административное здание, съемка видео запрещена. Административное здание. Вы меня услышали? В то время прямая трансляция еще не была мейнстримом. Все только начиналось. Именно ее увидел один известный белорусский блогер и захотел приехать ко мне и сделать уже стрим со мной. Сегодня мы не могли в Могилеве не встретиться со своим коллегой, блогером Михаилом Аршанским. Вот он здесь рядом со мной. Михаил, привет. Приветствую, моя фамилия Аршинский. Аршинский, блин, все. Просто здесь Орша рядом, да, и иногда хочется Аршинский, да? Ирония судьбы. Тогда он записал историю со мной, а теперь я рассказываю о нем. Я и представить себе не мог, что познакомился с человеком, который станет одним из катализаторов тектонических сдвигов в нашем обществе. Я так понимаю, что уже видно и слышно, да? Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Мы в Добруше, мы в Слуцке, мы сейчас в Бресте, мы в Гродно. Это Бобруйск, один из лучших городов для жизни. Сегодня мы в Волковыске, наш автодом приехал, друзья, прямо в Молодечно. Ребята, это Орша. Сейчас мы в городе Лида, сегодня мы в Микошевичах на рынке. Мы в Полоцке сейчас. Сергей Тихановский возбудил умы людей и изменил Беларусь. Жить в стране становится все хуже и хуже. Мы дошли уже до ручки. Давайте вставать с дивана. Нас уже много, мы все хотим перемен. Покажите, что вы хотите перемен, ребята. И только вместе мы сможем построить страну для жизни. Привет всем. Многие спрашивали, чем я занимаюсь. Вот снимаю рекламные ролики. Сейчас мы как раз на съемочной площадке. На тот момент он был лишь гомельским предпринимателем и блогером. Так он сам представлялся.
Американская компания. На арендованном автодоме Тихановский ездил по всей стране и рассказывал о проблемах обычных людей, ругал бюрократию и бесхозяйственность. Все стоит пустое, заколочены окна. Колхозы разграблены, убиты. Люди живут в хибарах. Зарплаты нищенские, работы не найти, пенсии копеечные, дороги покрытие натюрель. А как же живут чиновники? А сейчас мы попробуем взять интервью у наших чиновников. Простите, вы прикорытник? Вы прикорытник, простите. Сергей не случайно назвал свой канал «Страна для жизни». Это было отражение реальной Беларуси. Название он позаимствовал из пропагандистского ролика. Беларусь. Страна для жизни. Но чтобы Беларусь стала страной для жизни, нужно строить страну для людей. Ну а пока о людях, о том, что для них лучше, никто не думает. Для своего канала он использовал те же инструменты, что и другие СМИ – камера и микрофон. Он предоставлял людям слово и донимал чиновников. Здравствуйте, Ольга Федоровна. Наводите порядок? Вы что, не здороваетесь с предпринимателями своего района? Ольга Федоровна, ну хоть какой-то комментарий дайте. Опачка. Это мы покажем Александру Григорьевичу. Стримы блогера-одиночки стремительно набирали популярность, и вскоре у него появилась своя команда. Стоп, таракан! Пойдем покажем, сколько людей собралось уже. Когда же власть осознала масштаб личности нашего героя и учуяла в нем угрозу в контексте грядущих президентских выборов, реакция не заставила себя долго ждать. На каком вы основании у пассажиров проверяете документы? Не, бить не надо. Так покажите мне удостоверение. Ребята собираются бить. 6 мая 2020 года блогер был задержан под Могилевом, куда собирался на встречу со своими подписчиками. Задержан прямо на дороге. В тот день я снимал, как люди из разных городов приехали под Могилевский изолятор временного содержания, где предположительно находился и сам Тихановский. Народ собрался около ИВС. Это непосредственно само здание. Мы вас не съедим. Как бы начальник ребята будет. Сейчас все будет. Ребята, снимайте. Ну, кого-нибудь старшего. Спасибо, спасибо. Я еще раз вас предупреждаю официально, как здесь начальнику. Давайте, вы выйдете, а можно вопрос? Я еще раз вам говорю. По поводу того, что вы здесь присутствуете, послушайте меня. Ребята, значит, информация доведена до близких родственников. Автодом уже на подъезде, уже скоро будет. Сидит он здесь. Здесь, он пока что еще здесь. Почему его вот так задерживали? В тот момент я не мог себе представить, что на следующий день я и сам окажусь по другую сторону стены, в одной из камер этого учреждения. Дальнейшие события напоминали катящийся снежный ком. 7 мая блогер объявил об участии в выборах. Ролик вышел в то время, когда он находился за решеткой. Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. 8 мая Палата представителей Национального собрания назначила выборы на 9 августа 2020 года. 14 мая в ЦИК подано заявление о регистрации инициативной группы Сергея Тихановского. 20 мая после отказа ЦИК Сергею в президенты идет его жена Светлана Тихановская. Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Мечтала об этом всю жизнь. 24 мая первый пикет за Светлану Тихановскую. Начался сбор подписей. После отсидки я был разбит. Меня отпустили после 10 суток, а еще 11 оставили на потом. Я боялся и не знал, куда себя деть, просто не выходил из дома. Вышедший вскоре на волю Сергей, помню, предложил мне стать координатором штаба Тихановской по Могилевской области. Я, конечно, отказался, потому что политика — это не дело журналиста, да я и боялся всего этого.
С другой стороны, было ощущение, что я могу пропустить что-то очень важное, поэтому обязательно должен находиться в гуще событий. И тогда я решил снимать. Они пришли поставить свою подпись. Такого не было никогда. Километровые очереди стояли, чтобы поставить подпись за альтернативного кандидата. Публичная акция, указывающая власти на ее место. Кто бы мог подумать, что стримы окажут такое воздействие на общество? Посмотрите на белорусов, которые пришли честно отдать свой голос. Их никто не заставляет, их сюда никто не тащил. Проснулся в том числе и мой родной, обычно пассивный на политику Могилев. Пришли поддержать Тихановских. Мы за перемены, мы для страны, для жизни. Все думаем о лучшей жизни, а уже за эти годы мы просто не видим этой лучшей жизни. И для нас это тоже голос сказать, что мы хотим перемен и хотим новой власти, хотим человека, который был нового поколения. Сейчас уже настал предел всему. 26 лет правления хватит. И призываю людей к этому не бояться, потому что, я вот вижу, сколько людей тут за кандидатов собирает, да, подписи. А где за нашего президента? Тут кто-нибудь стоит? Сколько я себя помню, сколько я живу, на стране вообще ничего не менялось. Вот всегда было все одинаковое. Люди говорят, что нам будет лучше, а что нам будет хуже. А хуже всегда есть куда. Власти готовили капкан, чтобы изолировать Тихановского уже надолго. 29 мая в Гродно в результате гнусной провокации был задержан Сергей и еще десяток активистов страны для жизни. Начались точечные репрессии. Пацаны, это позор, нельзя так делать, нельзя так делать. Согласовано же все было. Вы же наши пацаны. Но власти ошиблись. Топорные аресты привели к обратному эффекту. Белорусы наконец встали с диванов, к чему их постоянно призывал Тихановский. Основным действующим лицом компании стала Светлана Тихановская. Сам Сергей вначале называл ее техническим кандидатом. Еще вчера она была обычной домохозяйкой, матерью и женой. А сегодня стала кандидатом в президенты, за которого своими подписями готовы поручиться десятки тысяч людей. Но должна же быть когда-то женщина-президент. Спасибо. Первое появление Светланы на публике вызвало неоднозначную реакцию. Недоброжелатели глумились над ней, но простых людей это не смущало. Несмотря на отсутствие опыта в политике, ее искренность и спокойствие подкупали. На то, что собрать 100 тысяч подписей, это легко просто для вас. Поживем, увидим. Несмотря на давление и задержание, в команду Тихановской продолжали приходить белорусы, жаждущие перемен. Это был первый день моего знакомства с командой. Поедешь с нами завтра? Поедешь? Машина. Слушай, прости, пожалуйста, а как тебя еще раз зовут? Миша. Да? Миша. Миша, хорошее имя. Это Оля Павлова, медик. Она очень боевая девушка с обостренным чувством справедливости. Она бывает временами резка в выражениях, но при этом очень добрая. Настоящая амазонка, которая, общаясь с чиновниками, вгрызалась в каждую букву закона. Есть в Конституции Республики Беларусь статья 7, которая предусматривает... Нет, вы слушайте, не перебивайте. Которая предусматривает, если есть в законодательстве нарушение Конституции, то оно не имеет юридической силы. А вот Олег Моисеев. Инженер, отец 3 детей и дважды дед. Олег – душа компании. Веселый и понимающий человек. Настоящий лидер, харизматичный и обаятельный.
Мы же не можем сделать, как на Украине. Про Майдан говорит только один человек. Действующий президент. Все остальные говорят только про честные выборы. Правильно. Ты понимаешь? Мы же не хотим никакого Майдана. Мы хотим честных выборов. Все, мы больше ничего не хотим от него. Я хочу честные выборы. Надоело уже. Антонина Коновалова добрая и абсолютно неконфликтная, но в то же время настоящий директор, человек, у которого все под контролем. После декретного отпуска она почувствовала себя ненужной, столкнулась с тем, что нормальную работу не найти. Вот мне интересно, вот когда люди подходят, вы не первые, это не только вас касается, и приходят и говорят, вот людей запугали. Простите, конечно, вот мы сидим тут, две девочки, да, у нас дома дети, и мы ездим, вот собираем подписи, за каждую подпись мы отвечаем еще головой, нас в прекрасный момент могут арестовать, посадить в СИЗО, забрать подписи, и мы не боимся. Присоединившись к команде Тихановской, Тоня сделала тяжелый личный выбор. Ей пришлось на целый месяц расстаться с 2 маленькими детьми. Но именно ради лучшего будущего своих детей старались десятки активистов, которые продолжили дело Тихановского. Большинство из них не занималось политикой и не состояло в партиях прежде. Быть может, поэтому их не сдерживал негативный опыт прошлых предвыборных кампаний. Это последняя возможность. Эти выборы — это последняя возможность. А все прекрасно понимают, что потом будет нам задница. Да, по-другому это никак нельзя сейчас, называть. то это как-то то никогда. Разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, так пусть они рухнут. Веры и сил команде Светланы добавляла песня «Стены рухнут». Сергей Тихановский спродюсировал и записал ее, когда еще был на свободе. И она, по сути, стала гимном предвыборной кампании его жены. Рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Сколько мы собрали сейчас? Сейчас забрали? Да. 30 тысяч. Сбор подписей был окончен. Настало время их проверки и подсчета. За этим процессом меня пригласил понаблюдать Виталик по кличке Вирус, с которым я познакомился еще под Могилевским изолятором. Он, как и другие, стал частью команды. Он еще, не считая того, что еще привезли, и того, что сдали. Ну вот, грубо говоря, вот такая вот пачка содержит 1501 подпись, да? Вот ты считаешь. Ну вот так, 1501, 3000, 6000, там еще, короче, 9, там, что-то в районе, ну, наверное, 20 тысяч, вот так вот валяется везде. Команда Тихановской считала подписи в совершенно скромных условиях. Здесь вам ни офиса, ни деловых нарядов. Процесс проходил в съемной квартире буквально на коленке. У нас уже все болит. Ты не видел, как Аня тут отжималась, приседала. Вот Октябрьский, Гронно-Ленинский. Все болит. А это чё? Никитина Марина. Что там Аня спрашивала, когда там заря? Ну, кажется, ее пропустили. Как хорошо. Птички поют, дождик. А свет? Так проснулась, когда я все соскучилась, а вот это вот все время. Ну, знаешь, когда вот на самом деле даже страшно. Даже страшно подъехать, да, там на полчаса те же пообщаться, думаешь, да ну нафиг. Уже закончится эта вся нервотрепка 19-го, и спокойно уже поедешь будешь. Поначалу вообще вот реально даже боялась хвост какой-то за собой притащить. В отличие от ребят, я в эти дни спал. Но приходя в этот импровизированный штаб подсчета голосов, каждый раз обнаруживал их за работой.
Сколько? Короче, Сколько подписей вы собрали? Знаешь, в чем ты Сколько вы посчитали лоханулась? все? Сейчас я тебе расскажу. А мы не можем Смотри, посчитать. Мы все в время левый верхний раскладываем. угол, и ты всё Уже поймёшь. 6-е сутки подряд. Если собрать подписи было очень непросто, то сдать их оказалось еще сложнее. Власти задерживали координаторов. Здесь сами пройдутся? Хорошо, можно пояснить просто? Я понимаю. Всех нас позабирали просто так, и я просто... пожалуйста, пройдемте. Хорошо, я позвоню родственникам. На плечи Тихановской легла непростая задача – развести десятки тысяч подписей по многим регионам и лично сдать их в избирательные комиссии. Скажіть, а що ваші координатори, чому вони не здають підписи? Координатори ініціативних груп мають право здавати підписи, але вони не здають. Чому? Почему? Не сдают. Кто может, сдает. Но у нас их очень мало. А що з ними стало остальными? Ну, находятся в заключении. Кто в ИВС, кто в СИЗО. Под прессингом оказалась и сама Тихановская. В первый день сдачи подписей ей позвонил неизвестный не то с угрозами, не то с советами в адрес ее детей. В тот момент Светлана была буквально на волоске от решения сняться с президентской гонки. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Вот, я думаю, что мой выбор будет очевиден. Поэтому я прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Несмотря на давление, Тихановская не остановилась. За непродолжительное время команде удалось сдать большую часть собранных подписей. Это вот труды всех как бы волонтеров ИГ. Это вот то, что вот как бы не довезли, не смогли довести как бы из-за того, что творилось и творится сейчас беззаконие в Беларуси, в Республике Беларусь. Спасибо вам, КГБшники, спасибо вам, ну, вот эти вот, блин, даже пока не хочу вас оскорблять, потому что я нужна здесь чуть-чуть на свободе. Спасибо вот всем, кто принял участие вот в этом беспределе, которое вы учинили. Вот спасибо вам за это, конечно. Вы препятствовали, но вам не удалось сделать. Мы все равно сдали. Мы все равно подали 100, сколько мы подали? Около 120 тысяч. Мы все равно подали около 120 тысяч. Считалось, что своих главных конкурентов власть видела в лице бывшего банкира Виктора Бабарика и бывшего чиновника из окружения Лукашенко Валерия Цепкала. Тогда как Тихановская скорее не воспринимались властью всерьез. Возможно, именно этим обусловлена дальнейшая цепочка событий. 18 июня. Задержан Виктор Бабарика. 20 июня. Начало подачи кандидатами заявлений на регистрацию. 14 июля. ЦИК не регистрирует Бабарика и Цепкала, но допускает к участию в выборах Тихановскую. Смешанное чувство, но больше радости, конечно, потому что я смогу дальше бороться за супруга и людей Республики Беларусь. 16 июля команды Тихановской, Бабарика и Цепкала объявляют о создании объединенного штаба. Это событие стало поистине уникальным. 3 женщины, вставшие на смену своим мужьям и соратникам, объединились и стали лидерами альтернативной силы. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский в свое время объединил народ. И именно поэтому сейчас мы тоже решили объединиться, чтобы достигнуть общей цели. Так вместе мы стали еще сильнее. У каждого из нас своя история, мы объединились, и у каждого есть свои символы, свой способ приветствия, и это вышло совершенно спонтанно. Мы не договаривались, что мы сейчас вот покажем. Девочки, давайте. Да. Вместе с Тихановской лицами общей предвыборной кампании стали Мария Колесникова и Вероника Цепкала. Первая занималась до этого международными культурными проектами в Германии и Беларуси. Так она и познакомилась с Виктором Бабарика. А после ареста бывшего банкира и мецената стала фактически главой его штаба.
что у нас у всех есть одна цель. Мы все хотим смены власти 9 августа. Мы хотим, чтобы Беларусь проснулась. В свою очередь Вероника Цепкало встала на место своего супруга Валерия, который уехал за границу, опасаясь за свою безопасность. Мы верим, что мы не второсортные, что мы наравне стоим с мужчинами, и мы верим, что мы победим. В команду Тихановской также вошли люди, уже имевшие опыт политической деятельности в оппозиционных структурах. Ты их ни в чем не обвинила. Если бы ты написала, заинтересована в том, чтобы Россия стала демократическим государством. Если осталось. Давай будем была. Всегда была. Ну, давай. Понимаешь? Пусть и сейчас будет, пусть и потом, пусть всегда, чтобы она была демократическим. Это нам важно. Давай дальше смотри. Анна Красулина, работавшая в Объединенной гражданской партии, стала пресс-секретарем кандидата. Экономика зависит от российской. Это факт, это правда. Так, в моем ответе ни одной фамилии Лукашенко быть не должно. Хорошо, давай. Ольга Ковалькова из партии «Белорусская христианская демократия» стала доверенным лицом. Мария Мороз из Объединенной гражданской партии была главой штаба. Все они в разной степени помогали Тихановской эволюционировать из домохозяйки в уверенного политика. Можно вас на минуточку? Можно. Вы сфотографироваться хотите? Давайте на ваш телефон, я вас сфотографирую. Да, мы за вас, мы за вас. Девочки, будьте за нас, конечно. Вместе с тем, во время поездки я своими глазами увидел, что Светлана не ведомая, а самостоятельная личность, которая имеет свое мнение и сама принимает решения. Но один вопрос для меня оставался актуальным. Достаточно ли этого для победы? На агитационную кампанию оставалось меньше 3 недель. Наверное, самым ярким моментом стали встречи с избирателями по всей стране. Столичный Бангалор трудно назвать площадью. Это скорее место для выгула собак, куда власти традиционно пытались сгонять оппозицию, разрешая митинги только там. Никто раньше не мог себе представить, что эта площадь может собрать хоть какое-то вменяемое количество людей. Я был заинтригован, что же будет в этот раз. Да слушай, уже надо снимать это вообще-то для фильма потом. Так я снимаю фильм. Как вы бежали на пипец. Сказать, что людей было сильно много, я не могу. В рамках предвыборной кампании нормально. Больше, например, чем на пикетах действующего на тот момент президента. Улыбнитесь друг другу, посмотрите друг на друга. Встречайте, Светлана Тихановская. Для Тихановской этот день должен был стать особенным. Она впервые выступала перед таким количеством людей. Если бы мы не видели вот сейчас ваши горящие глаза, мы идем за новую, честную, спокойную Беларусь. И вы нам в этом помогаете. Вся сила в вас. Спасибо вам большое. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни. Спасибо. Люди увидели в ней лидера и поверили. А дальше первая поездка по городам Восточной Беларуси. Каждый город был по-своему интересен, но объединяло их одно – рекордные пикеты по всей стране. Я приезжаю в каждый город, и я вижу это огромное количество людей. И я понимаю, и я вижу в ваших глазах такую доброту и такое желание помочь и поддержать меня на этом пути, что мне с каждым городом становится все менее и менее страшно, потому что я чувствую вашу силу, я чувствую вашу поддержку. Пожалуйста, давайте объединимся. Так давайте же поможем нашей стране стряхнуть трухлявую систему. Степень политизации общества поражала. В меньших городах люди массово шли даже на пикеты без участия Тихановской. Что уж говорить о крупных. На меня оказывается колоссальное давление. Мне очень тяжело все это выдержать. Но, ребята, я обещаю, что я пойду до конца, до победы вместе с вашей помощью. Этот год, наконец-то, должен стать переломным. Пожалуйста, поверьте в это.
Страна изменилась, и люди требовали перемен. Но как можно победить на выборах, где участвует Лукашенко, считает Ермошина. Мне кажется, что победить можно только когда будет какое-то сообщество людей, пускай даже нескольких сил, которые понимают конечную цель, ну там, не знаю, изменение власти, друг друга не критикуют, но в то же время власть слушает этих людей, потому что их большинство, вот то, о чем говорит Мария. Сегодня этого большинства нет, оно не объединено ни в какую силу. Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская. Если прежние пикеты проходили с воодушевлением и большими толпами людей, то митинг в Могилеве пришло всего около 2-3 тысяч. Совсем немного для областного центра. Мне, как могилевчанину, было как-то неловко за своих. Давайте сфотографируйтесь с нами. Ничего. Они же... Ну, сфотографировал, мы же ничего плохого не предлагаем. Спасибо большое, желаю вам. Боже мой, как я рад видеть вас. Извиняюсь. Спасибо огромное. Можно с вами сфотографироваться? Мальчишки, мы так далеко не уйдем. Прогулка по центру города немного сгладила впечатление. Очень много простых людей подходили к Светлане, фотографировались и высказывали свою поддержку. Давайте еще разок. Все, удачи вообще. Спасибо, за вас. Спасибо за вас, очень. Но уже в следующем городе, Бобруйский, все вернулось в прежнее фееричное русло. А пикет в Гомеле так и вовсе стал вишенкой на торте поездок по городам Восточной Беларуси. Пару слов вот про промежуточные итоги треть поездки, которая вот сейчас уже практически закончилась. По Восточной Беларуси, так скажем. Кстати, да. Одним словом. Огонь. Ой, я думал, буду дальше после других. На самом деле, вообще, я даже не ожидала. А вот уже дебаты двух политиков. Если выбирать наиболее подходящее слово, описывающее пикеты Тихановской, то это слово «самый». Во время митингов команда Объединенного штаба напоминала гастролирующих рок-звезд, чей приезд ждут в каждом городе. И вот они с триумфом вернулись на Бангалор, с которого все и начиналось. Я хочу вам напомнить, что мой муж Сергей Тихановский открыл людям глаза и дал им надежду на перемены, пробудил в них смелость и веру в себя. Мой муж в СИЗО уже 2 месяца. Но вместо него стала я, его жена Светлана Тихановская. Я устала терпеть. Я устала молчать. Я устала бояться. А вы устали терпеть? Вы устали молчать? Вы устали бояться? А дальше политическое трио отправилось в турне по Западной Беларуси.
Растущий успех кампании Тихановской, видимо, все больше раздражал власть. Поэтому вскоре у объединенного штаба начались проблемы. Вот, смотрите, видите? Уже по пути в Брест одна из машин команды покинула колонну из-за пробитого колеса. Здесь тоже порез, видите, боковой порез. Ну-ка, давай покажем на камеру. Ну вот. По всем признакам, кто-то проткнул его намеренно. Затем последовала череда отмененных митингов. Столбцы, Слуцк, Солигорск, Вилейка, Дзержинск. Во всех этих городах пикеты Тихановской были сорваны местными властями. Везде по надуманным поводам, например, внезапный ремонт, перекладывание плитки, починка канализации. Тем не менее, люди массово приходили, часто не зная, что митинги отменили в последнюю минуту. В ответ их разгонял и задерживал ОМОН. Игра в демократию закончилась. Та же участь ждала и митинги объединенного штаба в Киевском сквере в столице. Его отменили из-за внезапно назначенного концерта. Добавились и личные неприятности. По дороге в Минск я получил информацию, что дома меня искала милиция. Хотят забрать досиживать сутки, предположил я и решил, что самое время залечь на дно. Блин, как она интересно работает, а? А на время моего отсутствия поснимать попросил Олега Моисеева. Так, всех. Миша всех записал для тебя. В тот день была задержана глава штаба Тихановской Мария Мороз. Позже ее отпустили. Ну, короче, вы все время говорили, снизить градус, сети надо снизить градус. Мы можем предоставить площадку на телевидении, чтобы она выступила там, ну, такое все. Я говорю, так почему вы предоставите площадку на телевидении, то есть время можете, а запрещаете нам сегодня, например, во всех площадках для агитации, ну, то есть я с ними так разговаривала. Офицеры Беларуси. Третий митинг на Бангалоре тоже запретили. Вместо запланированного пикета Тихановской власти устроили там день несуществующих железнодорожных войск. До выборов оставались считанные дни. Этот мир — это вечное чудо, не должна потревожить война. Но надежда на перемены не покидала команду. Доброе утро, госпожа президент. Доброе утро, господин министр. Как у вас сегодня настроение? Отличное настроение. Как настроение? Отличное. Отличное? А. Отличное от вчерашнего. Каждый день оно новое, да? С каждым днем становится все веселее и веселее. Съемку ведет кандидат в президенты Светлана Тихановская. Видеооператор. Сам лично. Не знаю, что мы там снимаем, но да. А Тоня приготовила прекрасную долму. Показываю, вот она. Ты снимаешь, ты посмотри, ты снимаешь хотя бы. Сегодня забрали Машку, сегодня забрали нашего Олежку. И сегодня Антошку. забрали нашего Антошу. Одна сумочка от Олега осталась. Скоро Олег выйдет на связь. Очень, конечно, мы так хохочем, потому что... У нас истерика чуть-чуть. Да, но на самом деле обидно. Там я все переживаю, что Машка в одном платье, а ночи-то холодные. Олежка в шортах. Ну, Олежка выдержит. Ну да, согласна. Нашу любовь греет. А еще я скажу, как говорил Сергей Тихановский, но по сарам стоп таракан. Вот и все. Значит, ты делай. Как у вас настроение, Светлана Георгиевна? Странно. Это хорошо. Будете голосовать за кого, если не секрет? Секрет. Тайное голосование. Да. То есть мы действуем только по закону, правильно? Все верно. Отлично. Мастер только народа довольно смотреть.
Выборы ожидаемо закончились массовыми фальсификациями, а диктатор, не желая отдавать власть, повел страну по кровавому сценарию. Спасибо за фотографии, за мой счет. Но именно 9 августа станет днем, когда Беларусь изменилась навсегда. Изменились и сами белорусы. В этот раз они уже не были готовы смириться и проглотить унижение и обман, что и доказали драматические события последующих дней. Уходи! 16 августа, спустя недели после выборов, команда Светланы Тихановской пригласила меня присоединиться к ним на марш. По разным оценкам, по всей Беларуси вышло тогда порядка 1 миллиона человек. Вышла белорусская глубинка, вышли областные центры, вышла столица. Сейчас мы все перестали бояться. Посмотрите, как нас много. Боритесь со своим страхом и присоединяйтесь к нам. Мы вас поддержим. Мы с вами. Большинство людей отдало свой голос за Светлану Тихановскую. И то абсурд, те результаты, которые они объявили, показывают, что власть не готова уходить. И мы должны заставить, и люди должны заставить уйти Александра Лукашенко. Знаешь, мы вчера вот только сидели и думали, что все это время вышло очень мало людей. За что я сказала, что сегодняшний день все покажет, и он реально показал. Что нас даже не 97%, я думаю, на 100%. Очень много. Это только Минск, а сколько еще собралось по всей Беларуси? Стоило это всего? Конечно, не считая того, что у меня было 2 обыска, но я иду дальше. Меня не сломали ничем. Антонину Коновалову обвинили по 2 уголовным статьям. Вместе со своим мужем Сергеем Ярошевичем она была осуждена на 5,5 лет лишения свободы. Мать Антонины вынуждена была увезти их детей в Польшу, чтобы тех не забрали в приют. Ольга Павлова осталась в Беларуси. Прошла через несколько задержаний, получила 3 года условно по уголовной статье. Мы вместе, один за всех и все за одного. Не бойтесь ничего, мы очень сильная нация. Мы прекрасный народ. Очень добрый, щедрый, и мы достойны лучшего. Олега Моисеева обвинили по 2 уголовным статьям. Ему удалось уехать из Беларуси. Сейчас он живет в Литве, где продолжает заниматься активизмом. Ольгу Ковалькову спецслужбы отвезли к польской границе и вынудили покинуть страну. Она продолжает заниматься политикой в эмиграции. Тое, што беларускія ўлады змагаюцца з сваімі палітычнымі апанентамі, показывая не их силу, а их слабость. Светлану Тихановскую сразу после выборов угрозами и шантажом выдавили из страны. Но она продолжает борьбу за своего мужа и всех белорусов в качестве избранного лидера белорусского народа. Stop police violence and conduct free elections. В этом фильме я попытался показать лишь немногих из тех, кто преодолел свой страх и пожертвовал собой ради лучшего будущего Беларуси. Будущего, которое сегодня некоторым кажется еще более мрачным и туманным, чем выглядело год назад, когда я начинал снимать этот фильм.
но говорят, что ночь темнее всего перед рассветом. И я продолжаю верить, что он, наконец, наступит для всех нас.